Друзья, всем привет! С вами Лада, и в этом видео предлагаю вашему вниманию подробнейший процесс плетения этого колокольчика. Так что, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Я очень подробно постаралась осветить все нюансы плетения данного изделия. Оно для меня оказалось сложным изделием в плане плетения, особенно в плане плетения на камеру, но тем не менее я надеюсь, что я с этой задачей справилась. Обязательно пишите в комментариях ваши вопросы, отзывы, предложения. На все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. И заглядывайте в описание под видео, там тоже очень много интересных ссылок и информации. Например, как я кручу газетные трубочки и технические моменты, на какую спицу, какая ширина полоски и так далее, и так далее. Всем приятного просмотра! И начну я плетение колокольчика с круглого донышка. По моему мнению, оно должно быть максимально не выпуклым для такого изделия. Такое донышко я показывала, как плести в одном из своих видео очень подробно. Ссылочку на него оставляю вот здесь или в описании под видео. Ну и также в этом видео тоже покажу. Итак, для него нужно 4 трубочки. Длины каждой трубочки у меня хватит на колокольчик, он будет небольшого размера. И каждую трубочку я складываю пополам. Стараюсь пополам сложить. И сейчас буду делать перекрест вот этих половинок. Здесь нужно внимательно следить за моими руками. То есть сначала делаю так, потом делаю вот так. И теперь последняя трубочка у меня идет сначала вот так, а потом вот сюда внутрь этой трубочки. Раздвигаю и вот так вот ее просовываю. Вот такой перекрест трубочек получился. Здесь очень важно, чтобы они были не особо влажные, иначе они будут очень плохо протискиваться. И здесь очень важно, чтобы сами трубочки ложились в одном направлении. Смотрите, вот они у меня ложатся. Вот эта трубочка верхняя, вот сюда уходит, нижняя сюда. Здесь то же самое. Верхняя вправо, нижняя влево. Здесь вправо, влево. И здесь то же самое. Это делается для того, чтобы и с обратной стороны тоже было все аккуратненько, красиво. Хотя для колокольчика, наверное, это и не нужно. Вот все сейчас подтяну. И здесь, кстати, пока я не совсем это все затянула, вот специально даже расширила место, вот такую дырочку сделала. Сюда я вставляю бечевку. Она послужит и петелькой для колокольчика, и потом сделаю сюда 2 язычка. Вставляю ее. Вот так вот. Эти пусть болтаются, потом я их обрежу на ту длину, которая нужна. И снова затягиваю. А здесь можно затянуть так, то есть просто один конец каждой трубочки подтянуть, и это все очень хорошо затягивается. Вот таким вот образом. Смотрите, вообще дырочки никакой не видно. С обратной стороны все то же самое.
Отлично, все. И теперь мы начинаем плетение. Я думаю, что столько количества стоек мне достаточно. Для начала я соединила вместе 2 трубочки. И сейчас будем наше донышко оплетать веревочкой в 2 трубочки. Не обращаем внимания вот на эти вот, на эту веревку, которая у нас торчит. Главное, чтобы она не попадала в плетение. Итак, сначала мы оплетаем первый ряд по 2 трубочки. Еще раз говорю, что я на данном этапе сделала веревку, но если вам неудобно, вы можете веревочку потом вставить вот сюда в донышко. Итак, первый ряд у меня оплелся. Теперь второй ряд я оплетаю уже по 1 трубочке. Для этого я вот так их раздвигаю и оплетаю по 1. Здесь то же самое идет. На самом деле колокольчик можно плести и без формы. Я в основном плету без формы колокольчики. Но это уже как вам удобно. У меня подготовлена форма, по которой я попробую это сделать на видео. Я думаю, что если вы ни разу не плели колокольчик, то мне кажется, что по форме лучше попробовать. Итак, оплетаем по 1. Вот таким вот образом. Вот что получилось. Это начало нашего колокольчика. И сейчас вот я подготовила форму как раз таки. Это вот такой вот стаканчик. Мне кажется, лучше всего подойдет. Даже и форму имеет колокольчика. Я прикладываю к нему и вижу, что еще один ряд можно проплести плоско, то есть на плоскости, без формы. И я это и делаю, то есть еще один ряд проплетаю вот таким вот образом. Не забываю про наращивание. В каком месте лучше наращивать. Наращиваю я, конечно, за стоечкой. И так как эта форма у нас колокольчик, то мне кажется, что там вообще ничего не будет видно у нас. Наращиваю я вот таким образом, многие спрашивают, то есть я обрезаю по косой этот кончик, ПВА обязательно, здесь тоже, и вставляю в трубочку. Главное, чтобы кончик той трубочки, в которую вы вставляете, тоже был более-менее сухой, не влажный. Тогда наращивание пройдет отлично. Итак, вот еще раз я последний ряд проплетаю на плоскости по 1 трубочке. Я думаю, что мы с вами наращивать дополнительные стоечки не будем, потому что этого, мне кажется, что хватит вполне. Так, еще у нас идет. И все. Все, последний ряд мы с вами проплели. Вот. Подправляем наши стоечки, чтобы все было у нас аккуратненько, прикладываем к форме. И я вижу, что в принципе я могу уже вот эти стоечки опускать и оплетать уже по форме. Давайте попробуем. Конечно, лучше, чтобы форма не двигалась, ее нужно чем-то закрепить. Для этого я беру мой любимый малярный скотч. Вот такой бумажный скотч, который в принципе не особо травмирует бумагу, не особо травмирует газету. Здесь вот так можно и закрепить к стаканчику. Один конец и второй конец прямо можно параллельно, симметрично, можно сказать. Вот, форма у нас уже не двигается.
И начинаем оплетать. Здесь у нас, конечно, резкий переход, видите, идет у стаканчика от донышка к стенкам. Мы попробуем его немного смягчить, потому что иначе у нас тоже у колокольчика будет резкий переход, получится. Сейчас я плету сверху вниз, вот таким вот образом. Так, наращиваем. Итак, нарастили, продолжаем плести дальше. Вот что у нас получается. И вот последний ряд мы с вами проплетаем. И сейчас у нас переход идет к стенкам. Пошло оплетание формы. Посмотрим, как у нас будет это все проходить дело. Говорю, что без формы, конечно, ну, по мне лучше без формы плести, потому что там вы сами контролируете форму. Можете даже этот колокольчик расширить, как вам удобно. Но если хотите аккуратненько, то лучше, конечно, тоже по форме. Главное форму подобрать подходящую. Поменяла я ракурс, возможно, так вам будет лучше видно. Здесь идет плетение по форме. И здесь она немного у меня сужается, как по стаканчику сужается, а потом расширение пойдет. Вот, и я то же самое повторяю с плетением. Очень-очень плотненько по форме я плету. Правой рукой плету, левой рукой вот так вот придерживаю само плетение. Главное, чтобы стоечки у нас смотрели в одном направлении. Я их тоже поправляю периодически. Вот таким вот образом. Потому что из-за того, что они у меня о поверхность вот так вот прикладываются, они немного искривляются, и приходится их постоянно поправлять. Здесь наращиваю. Вот, ну и после того, как нарастили, продолжаем. Тут я немного смочила трубочки, потому что они у меня чуть подсохли, поэтому из пульверизатора их немного водичкой опрыскала. Можно, кстати, вот эти вот веревочки подтянуть, чтобы они не мешали. Я что-то не догадалась в начале. И здесь у нас пошло расширение. Да, посмотрим, как все у нас происходит. Здесь у нас уже идет расширение. Очень хорошая форма подобралась. Вот здесь, да, вот если в форму попасть, то очень даже все хорошо будет. Уже полдела, считайте, сделано. Вот, ну и я здесь проплету где-то вот до сюда. У меня уже пойдет здесь на расширение. И снова включусь, покажу предварительный результат.
Включаюсь, показываю предварительный результат. Смотрите, сколько у меня уже сплетено. Здесь я форму положила на поверхность и вот таким вот образом ее оплетаю. Так просто удобнее это делать. И здесь расстояние между стойками у меня очень широкое, то есть сантиметра 3 есть. Если вам такое не нравится и вы хотите делать, например, меньше расстояния между стойками, то тогда вам нужно будет дополнительные стоечки где-то вот в этих местах вставлять. Тогда расстояние между стоечками будет у вас меньше. Вот сейчас продолжаю плетение. Где нужно, наращиваю. Также за стоечками. Нарастила и продолжаю плести. Здесь я до конца стаканчика это все оплету. Можно, кстати, расширить в этом месте. Я думаю, что расширять я буду уже вот сейчас доплету вот этот ряд последний. И уже можно к расширению идти, еще большему расширению. Здесь уже, смотрите, у меня осталось совсем чуть-чуть. Я сейчас снимаю форму. Для этого я убираю вот этот малярный скотч. Он не травмирует поверхность трубочек, поэтому я очень его люблю. Так. Убирается стаканчик. А вместо стаканчика, если вот такого нет, такой формы, можно использовать, может, какую-нибудь бутылочку, приспособить для этих целей. Ну, нужно поискать в хозяйстве. Может быть, какие-то такие стаканчики, может, пластмассовые, чем-то их набить. Так, стаканчик у нас убрался. И сейчас вот здесь тоже, видите, плоское достаточно место, я потом покажу, как сделать его более выпуклым. И смотрите, сейчас я буду вот здесь в этом месте расширять. Что я делаю? Я ставлю вот этот мой колокольчик вот таким вот образом на поверхность стола. Немного вот так вот поправляю стоечки. И у нас сейчас есть два варианта продолжения плетения колокольчика. То есть либо мы плетем полностью на столе, вот так вот стоечки отгибая, и тем самым у нас будет здесь немного отогнуто место, либо мы делаем это на весу, то есть вот так продолжаем, отгибая самостоятельно вот эти вот стоечки во внешние стороны, тем самым у нас колокольчик тоже будет немного расширен, видите. Но я выбираю второй вариант, потому что первый мне не очень удобно на столе перед камерой. Возможно, без камеры я бы выбрала первый вариант. Здесь наращиваем. И здесь я не только наращиваю, но и уже заканчиваю практически мое плетение. То есть получается, что как это я делаю? Загибки у меня здесь не будет. Вместо загибки я обрезаю вот эти вот стоечки, но обрезаю их практически под ноль. То есть я сюда капаю ПВА. Я не раз показывала это, но еще раз покажу. Вот так вот у меня закрывается все. И здесь я практически под ноль эту стоечку обрезаю. Рабочими трубочками у меня здесь закрывается это место. Здесь то же самое. Главное ПВА капнуть. Хорошо, чтобы это место закрепилось. Вот так вот. И обрезаем. Можно даже сюда прищепками зафиксировать.
чтобы ничего не было видно. Ну и чтобы зафиксировалось и в процессе плетения не расклеивалось. Но это уже как вам удобно, кто как делает это. Главное чувствовать ваше плетение, как оно у вас идет. Если вы чувствуете, что да, нужно прищепками, без прищепок будет сложно это все удерживать, то тогда берите прищепки и ими фиксируйте, пусть склеивается все очень прочно. Когда нам не нужно такой слишком объемной загибки, например, и там, где мы не хотим, чтобы пенечки торчали, там можно сделать вот такой вот вариант. И все будет спрятано очень хорошо. Но можно сделать и загибку. То есть колокольчик — это такое изделие, где в принципе и тот, и другой вариант будет смотреться очень интересно. Потому что сам по себе колокольчик очень интересное изделие. И здесь нам нужно еще рабочие трубочки убрать. Здесь у нас вот такая ситуация. Рабочие трубочки находятся вот в таком положении. Мы последнюю стоечку закрепили. Сейчас что я делаю? Вот эту трубочку рабочую я обрезаю. Немного наискосок я ее подклеиваю вот в этом месте. Если правильно рабочую трубочку подклеить незаметно, то она и будет незаметна на самом деле в изделии. А эту рабочую я вот так вот туда завожу и тоже ее там подклеиваю. Главное ее, например, тоже наискосок вот так подрезать и подклеиваю здесь. Здесь фиксирую все прищепками. Это место подправляю. Смотрю внимательно, где что у меня еще осталось тут подправить. Еще раз говорю, что можно еще и делать загибку, но это уже как вы смотрите, на ваше усмотрение. И пока у нас здесь все склеивается, я сейчас буду работать над этим местом. Оно у меня получилось слишком плоское. Хотелось бы более выпуклое здесь место. Но так как мы плели по форме, а форма у нас вот такая вот плоская, конечно, то да, нужно этот момент исправить. Я немного здесь увлажняю водой, чтобы это место стало более податливым к изменениям. И беру вот такой вот колпачок или что-то имеющее такой колпачок, то есть он слишком мягкий такой, нету острых краев и небольшой, который сможет вот туда прямо проникнуть. Можно и пальчиком на самом деле. И вот так вот изнутри я как бы выдавливаю форму. Так вот изнутри нажимаю вот этим колпачком внутрь. И вот так вот выдавливаю эту форму. Она видоизменяется, становится более выпуклой. А потом могу пальчиком немного доделать это все. Вот что получается. Можно, конечно, плести и без формы. Тогда у нас с вами можем мы этот этап пропустить, то есть сразу плести более округлое такое место. Вот, ну вот что у нас получается. Сейчас мы с вами делаем язычки.
петелька у нас уже готова, да, язычки можно сделать таким способом. То есть вот в эту веревочку продеть бусинки и здесь сделать узелочек. Вот два таких язычка получилось. В завершении я покрыла колокольчик лаком, и смотрите, какая прелесть у нас в итоге получилась. Его можно украсить бантиком или блестками, но это уже на ваше усмотрение. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите мне в комментариях под видео, я на все с удовольствием отвечу. И я надеюсь, что это видео вам оказалось полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх. И всем желаю легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!